Всем привет! В этом видео я попробую реализовать иммерсионное охлаждение обычного настольного ПК. Так что если вам интересно, что же из этого вышло, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Первым делом я решил скомпоновать все комплектующие таким образом, чтобы они занимали как можно меньше места. В качестве базы для крепления всех комплектующих я буду использовать оргстекло толщиной 4 мм. What the fuck is this? И да, как оказалось, этот нож в первую очередь предназначен для резки кровельных или напольных покрытий, а для пластика он совсем не подходит, так как из-за другой заточки лезвия оно постоянно застреет в материале. Несмотря на это, мне все же как-то удалось отрезать кусок пластика этим ножом, но не без потерь, конечно же. Далее я разметил и проделал отверстия для проводов питания. Следующим этапом я взялся за проводку и первым делом удалил ненужные мне дополнительные разъемы питания. Так как разъемы питания материнской платы не пройдут через отверстия для их проводов, и чтобы сохранить возможность полной разборки без пайки, было решено использовать клеммники для разъемного соединения. Из блока питания у нас выходят такие провода, как земля, 3,3 вольта, 5 вольт и 12. Также у нас есть дополнительные провода, такие как датчики напряжения. Для них я буду использовать быстрозажимные клеммники, так как они должны идти отдельно от блока питания до разъема 24 пин. И еще 4 дополнительных провода, это 5 вольт стендбай, сигнал включения, Power Good и минус 12 вольт. Чтобы уменьшить количество силовых проводов от блока питания до клеммников, я заменю их на более крупные провода с сечением 2,5 квадрата. Чтобы расположить клеммники как можно компактнее, я их немножко подрезал.
И для дальнейшей порезки пластика я решил изготовить самодельное лезвие. Для более наглядного примера я решил его сравнить с покупным. На срезе хорошо видно, что самодельное лезвие прорезало стекло почти наполовину, а покупное на глубину не более миллиметра. Для зачистки и изоляции проводов я на скорую руку слепил стриппер из прищепки и куска лезвия. И как поговаривает один воображаемый персонаж, Данная самоделка пригодится в каждом доме. Сделай и себе. проверяю работоспособность собранной проводки. Здесь я решил переделать охлаждение видеокарты, заменив стандартный вентилятор на вентилятор побольше и с подсветкой. Так как мотор на этом вентиляторе был двухпиновый и довольно хиленький, я решил его заменить на более мощный и четырехпиновый, что к тому же позволит подключить его к стандартному разъему видеокарты.
Далее я спаял и провел все необходимые провода для подсветки кулера и оперативки. Следующим этапом приступаю к изготовлению емкости, в которой будет находиться все это добро. Здесь для склеивания оргстекла я использовал чистый дихлоретан. Из-за этого на торце стекла появились небольшие трещины. К счастью, на герметичность это никак не влияет. В дальнейшем, чтобы избежать этого эффекта, я растворил небольшое количество оргстекла в дихлоретане. После установки комплектующих внутрь я увидел, что высота аквариума избыточна, поэтому я решил его немного укоротить.
Также за кадром я решил переклеить светодиодную ленту на отдельную рамку. Далее я приступаю к изготовлению крышки. В крышке будут располагаться 3 термометра, которые будут показывать температуру масла до радиатора, после радиатора и температуру цепи питания процессора. Собираем индикатор напряжения. Также на крышке будет установлено 2 потенциометра с датчиками напряжения для управления оборотами помпы и вентиляторов обдува радиатора, ну и 2 кнопки для включения и перезагрузки компьютера. Чтобы установить датчики внутри трубки подачи и обратки масла, я снял металлический корпус и сошлифовал компаунд непосредственно до термистора. Контрольная проверка термистора работает как надо. Устанавливаем датчик в радиаторе цепи питания процессора. Управление оборотами вентиляторов и помпы я реализовал с помощью понижающих DC-DC преобразователей. Впаиваем 2 подстроечника и переменный резистор для выбора необходимого диапазона напряжений и его регулировки. И наконец приступаем к изготовлению радиатора охлаждения масла.
И заключительным этапом приступаю к финальной сборке. Ну вот комп и занял свое место у стола и вполне успешно выполняет возлагаемые на него функции. В первую очередь монтаж. Это видео, кстати, и было смонтировано на данном агрегате. Как показал опыт использования, комп работает стабильно и без вылетов. Железо в масле охлаждается гораздо лучше, чем на воздухе и не покрывается пылью. Также значительно снизился уровень шума, так как достаточно установить вентиляторы на самые низкие обороты для успешного охлаждения радиатора. А при низком уровне загрузки пекарни можно и вовсе выключить вентилятор и насос. Тогда масло в аквариуме прогревается до 45 градусов и дальше его температура не растет. А комп при этом работает абсолютно бесшумно.
Если есть вопросы или предложения, добро пожаловать в комментарии. Ну а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Это нормально. Повезло. Зеленый это сигнал включения. И синий. Что синий? Без звука. Что фиолетовый? 5 вольт стендбай. Понял, понял. Что-то пошло не попало. Странно. Ага, ясно, понятно.